Всем привет из Рияда! Сегодня мы находимся около отеля Movenpick, где живут игроки Riyad Masters. Сейчас мы туда пойдем, сделаем вам обзорную экскурсию, покажем вам все активности, покажем вам Player Lounge, покажем, где игроки тусуются, и покажем свой номер, и расскажем, сколько он стоил. Ну что, идем? Вот и комната Энси, кибертуристов. Душ, кальян. О, Энси сюда. Это что-то невероятное. Да, но это мы вырежем. Так, ну что, мы попадаем в лобби отеля. Как видите, здесь дорого, богато, прям все в мраморе, золото. Сразу нас, кстати, встречает стенд Gamerside. Здесь все подготовлено, здесь даже в аэропорту был стенд Gamerside, куда ты там приезжаешь, можешь забукать себе отель и получить бесплатно, кстати, 2 ночи, если букаешь через них. Сейчас здесь проходит еще и конференция, связанная с банкингом, но нам на самом деле это не очень интересно. А вот что нам интересно, это Сергей Годбрагин, который идет. Ну что, рассказывай. Я только проснулся, я нигде не был. Ты не поехал? Да я ездил. И как? Ну, не так плохо, на самом деле, как я думал. Ну, что, нас на самом деле привели куда-то в гору. Горы. Это вы там, где с Ватсоном были, там, где Ватсон с вами? Да, все там. Походили по 4 разных спотам, ну, чтобы пофоткаться. Потом нас, типа, повезли питаться в зал. Плотными всех в один какой-то вот этот вот зал засунули, при этом заставили обувь снять. Здорово. Ну и минут час, не знаю, 50 минут ждали, пока иду принесут, там разложили все на полу, там. Ну что, нормально, Ну, как, в принципе, не так плохо, как ты думал? Да, но единственное, что не выспался. Что там за песни я был, слышал Ватсона, когда вы шли, там какие-то песни были? Конечно. Не, он там где-то ходил, и там какие-то люди пели просто. Ну, то есть он на арабском. Я сейчас не знаю, вообще мимо меня. Где в горах пели? Да. Кстати, да. Возможно, это было. Это я был. Там просто реально кто-то пел. Ладно, что, вы куда идете? Душ, кальян. Душ, кальян. Нормально. Так, ну что, давайте пойдем в Player Lounge, покажу вам, как там, что там вообще есть, и потом еще сходим на 2-й этаж, покажу вам тренажерный зал и место, где вообще тусуются все игроки. И, кстати, еще можем показать обед, где игроки едят. Ну что, давайте пойдем, нам сейчас на лифт. Кстати, спасибо сервису покупок дешевых авиабилетов Aviasell. Спасибо, ребята, что поддерживаете, я вам очень благодарен. Главное, чтобы сейчас в Player Lounge нам никто ничего не сказал, потому что на самом деле мы с вот этими браслетами туда не можем ходить, но как бы, а что нас останавливает? Так, ну что, мы попадаем на этаж B1. Все в золоте, но на самом деле вот эта вот часть нас не интересует, товарищи оператор, потому что вы здесь не были, а я здесь уже был. Я знаю, куда нам идти. Нам идти вот сюда. Вот тут получается уже зона Gamers 8. Мы пока делаем вид, что нам сюда можно. Здесь получается мейкап-рум, где мейкапят игроков. А здесь уже получается слева-справа снимают игроков на медиа. Ну, то есть вот делают фоточки. Сейчас происходит вон контент с Шумаилом, получается, только что закончился. Здесь костюмерная, а вот здесь продакшн. Здесь как бы все понятно, снимается контент идет, кстати, контент достаточно много турник делает, мне еще понравились эти вот 3D-модельки, которые на стриме выводятся, это как бы прикольно, прям новое, такого не видел вообще никогда. Здесь костюмерная, и уже заходим налево, заходим в Player Lounge. Оп. Здесь, получается, не только игроки Dota 2, но еще и по другим дисциплинам. Сразу обзор на снеки, что здесь есть. Получается, есть арахис, есть кешью, есть какая-то зеленая непонятная штука. Еще снеки, еще шоколадки, батончики. Чипсы здесь, кстати, очень популярны чипсы. И это, кстати, тоже чипсы. Мы, кстати, может, возьмем пару чипсин и потом разыграем вам. Так что досмотрите этот ролик до конца, чтобы знать, что мы будем разыгрывать. В холодильниках есть, получается, энергетические напитки. И Миринда, Пепси, да, собственно, да, и все. Давайте пройдемся дальше, посмотрим, что здесь вообще происходит. Вон, Лука и ГПК, сейчас пройдемся. Ну, получается, здесь вот большое количество телеков, где проходят игры. Здесь теннисный стол, здесь аэрохоккей. Вот тут вот прекрасный пудж. Вчера был только пудж, сегодня появилась Иваная на курьере. В общем-то, вот такая здесь атмосферка. Сейчас пойдем докапываться до Лукаши и Данька. Здорово. Че вы, страты печатаете? Да, готовимся. Готовитесь? Да. Сегодня вечером у вас игра, да?
Yes, sir. Самое позднее. Какой настрой? Так, бля, самый тупой вопрос в мире. Какой настрой? Проебай. Какой-то ответ, Ладно, давайте пойдемте дальше. Покажем, что здесь еще есть. Вон там вон есть Дженга, вот там есть еще какая-то игра. У меня такие в детстве были. Еще есть ходилка даже. Блин, тут реально как будто в детском, смотрите, шахматы, ходилочка со змеечками. Еще какая-то игра. Интересно, кто вот это играет. Вот здесь курочка. Ой, господи, великолепно. Ну что, получается, вот здесь вот мы смотрим игры. Собственно, вон есть плойка, люди играют в фифу. В общем, здесь идет вот настоящая турнирная жизнь. Если хотите найти про игроков, то надо приходить сюда. Давайте немножко своруем чипсов и разыграем их в телеграм-канале. Так, возьмем вот эти вот чипсы. Давайте сразу в рюкзачок. Я специально взял рюкзачок. Раз, два. И вот эту вот голубую штуку. Кстати, сейчас затездравим эту голубую штуку. Посмотрим, как вообще она на вкус. Она и вправду голубая. Это что-то невероятное. А если хотите получить такую же штуку, переходите в телеграм-канал, там будет розыгрыш. Выпускаем ребят и пошлите на второй этаж, покажем вам, где ребята едят и вообще где тусуются. Вот вечером вчера сидел, отсматривал подкаст с Глебом Сенрой, который, кстати, скоро выйдет, и отсматривал предыдущий видос, который вы только что посмотрели. Это обзор Venue Game Insight. Вчера сидел, осматривал, пришел Серега год, пришли еще ребята из ВП потом еще пришел Толя, и, в общем, мы там часа 3 просто сидели. В общем, там вот, мне кажется, это как на интернешнле, короче, там проходят шафлы в плеерс-руме, так и тут вот проходит все самое интересное, вообще проходит там, мне кажется, как будто можно подкастер скоро сделать, и просто, ребят, заходите и будем записывать. Давайте заходим на второй этаж, сразу нас встречает тренажерный зал. Вот там у нас джакузи, ванны, туалеты и, получается, 2 сауны. Здесь у нас фитнес-рума, которую вы видели на кружочках от Рамзеса. Давайте сделаем небольшой обзор. Получается, здесь есть сгибание ног лежа, разгибание, 2 велосипеда, один сидячий, один стоячий. В общем, 2 эллипсоида, 3 беговых дорожки. Гантели до 20 килограмм. В принципе, для тренерного зала нормально. 2 лавочки, жим, сидя. Получается, тяга верхнего блока, тяга нижнего блока, горизонтального, как хотите, так и называйте. И получается вот такой кроссовер. В принципе, не самый лучший отельный джим, который я видел, но, в принципе, достаточно нормальный. Пойдемте дальше, покажем вам вот то место, где все тусуются, и потом уже пойдем к нам в номер, и там расскажем вам, сколько он стоил. Это, конечно, не самая приятная цена, но так вот проходит соло и премьера. Сейчас вот, вообще мне нравится вот эта отельная жизнь, что ты просто ходишь, и у тебя везде уже, просто можно заселиться, даже если ты не на турнир приехал, просто заселился, и у тебя просто, ты видишь знакомые лица, прошники, вот просто везде. Так, вот у нас, получается, на 2-м этаже есть вот такая вот терраса. Здесь вечером, не вечером, все постоянно собираются. Вот, например, вчера здесь сидели панды, вот тут постоянно сидят Team Spirit, то есть игры закончатся, они выходят сюда, обсуждают игры и идут обратно играть. Собственно, здесь-то особо, показать-то, наверное, и нечего. Здесь небольшой фонтанчик, стулья, кресла, столы. Вот, собственно, это и все. Так же, как и везде здесь на улице, стоят, получается, вот видите, вот такие вот штуки, и у них, получается, у каждой штуки 4 лопасти, и из этих лопастей еще 3. И из них, в общем, распыляется холодная вода, и становится здесь сидеть чуть полегче. Вон, например, сейчас слева от нас будет находиться команда ЕГЭ. Вон там сидит Показик и все остальные ребята. Вот, в общем-то, это вот это ты засня незаметненько. Вот, собственно, получается, это то самое место, где все постоянно тусуются. Также справа здесь есть бассейн, но я, на самом деле, не видел ни одного раза, чтобы кто-то здесь плавал или что-то происходило. В общем, как будто это не очень популярное место. А также вот здесь есть место, в котором всех кормят. Вот что удивительно на этом турнире, все постоянно говорят, что очень прям вкусная еда, прям вообще невозможно. Есть какое-то огромное количество людей, поэтому мы сюда не пойдем, потому что там, прям все забито. Обычно утром, днем там небольшое количество людей, но сейчас прям огроменное количество. Вот, и не хочется
здесь как бы нельзя снимать других людей. То есть любой, кто там попал в тебя в кадр, может подойти и сказать, типа, удаляй, и ты должен удалить, а если нет, то тебя посадят в тюрьму. Вот, в общем, здесь вообще как бы снимать в публичных местах особо нельзя. Но, в принципе, люди, вот мы снимаем, и они, в принципе, там достаточно к этому нормально относятся, но как бы законы с другой стороны, их надо уважать. Не покажем еду, ну что могу сказать. Был, кстати, в Телеграме кружочек. Вы можете туда перейти, посмотреть. Я там сделал обзор на весь завтрак и сказал, вкусно это или нет. На самом деле реально вкусно. В этот раз мы живем с завтраками, и это вот прям лайк, это прям хорошо. Так, ну что, идем в наш номер, покажем вам, где живем мы, сколько это стоит. Я даже не знаю, что на это сказать. Каждый раз, когда я думаю, что сколько мне выходит одна ночь, вот я просто вот просыпаюсь и думаю, сегодня я потратил еще плюс такую-то сумму. И это, конечно, делает мне немножко больно. Так, едем на 8 этаж, где мы живем. Так, получается, практисы у нас на 3-4 этаже. Там, на самом деле, особо показывать-то и нечего. Вот, так что едем сразу на 8. С нами на этаже живет команда Асты, получается, Сумаил и все китайцы. Надо посмотреть, там закончили уборку или нет. Если не закончили, то немножко подождем и уже зайдем и сделаем вам небольшой обзорчик. Смотрим, уборку еще не закончили. Пока наш номер убирается, я написал Диме Фишману. И, в общем, он запустит нас в практис и сделает обзорчик. Так что пойдемте посмотрим, что там у ребят за практис, что там за комната. Здорово. Здорово. Мы сравним со своим комнатой, потому что, походу, у нас одинаковые. Вы прям в отеле здесь живете? На 8. Это вы за свой счет или... А? За свой счет или вам предоставили? Все за свой. Ничего себе, я слышал, что отель дорогой. Дороговатый. Очень, я бы сказал, вы дороговатые. Но я даже цифры не знаю, просто слышал. Вот столько. 11 ночей или 10. Это за одну ночь ты показал? Не-не-не. Столько это за 11 ночей, либо за 10. Мне нужно, не понимаю, сколько ноликов. Ну, 3 нолика. Стандартные, Ебать, 3 нолика? стандартные белорусские цены. Я В понял. условных единицах. Ебать вы мажоры, понятно. Какие мажоры? В чем мажор? На последние бабки едем. Так а что, нельзя было отель рядом снять? Тут же можно рядом отель снять, сюда ходить, просто когда снимать. Могли сэкономить. Смотри, по Берлину я понял, что надо все время 100% жить с игроками, потому что, ну, типа, всем всегда западло куда-то ходить. Смотри, чтобы хотя бы отбил Торик этот. Это может не отбить. Ну чё, вот и комната кибертуристов. Так, ну тут никого нету, потому что все уехали на экскурсию, кроме меня, потому что я не проснулся. Так, ну, potato chips. Ну, Чё, это мы не В едим. холодильнике у вас что-нибудь есть? Кола. Кока-кола. Была фанта еще, но закончилась. Футболочки вон для Ватсона, вон бланки. А у вас нового с вами или кто? Нет, новый не приехал. А Каролина? Вот такие, кстати, интересные компьютеры, обратите внимание. Интересная форма. Первый раз такую вижу. Ну, кстати, выглядят достаточно стильно, они достаточно маленькие. Вон там, получается, полноразмерная карта стоит. Для формата турниров вообще топ. Тут у нас еще есть комната, вот, которую... Мы сейчас еще девайсы посмотрим. Мы пошли посмотрим, что у вас за комната. Просто это как, получается, номер обычный. Мы здесь ничего не делаем, но она есть. Ну, можно, явно кто-то здесь лежал, но вот после катки можно пойти Да, почилить. все мы лежали. Ну и ванна, конечно, здесь 2 туалета. Это получается туалет с ванной, можно принять душ. Мгм. То есть между игр, условно, если кому-то надо перезагрузиться, кто-то заруинил, идешь в душ. Ну, перезагружаешь. здесь еще нормально, вон это гардеробная такая достаточно большая. Ну и второй туалет. В целом ничего такого. Ну, Хорошая такой комната. чисто гостевой. Да, да. А по девайсам, где ты сидишь? Где какая у вас рассадка? Я сижу здесь. Угу. Здесь сидит Ватсон. Ватсон, что за девайсы? Давайте Там. посмотрим. Клавиатура Razer, это Black Widow, Techroma, версия 2. У меня тоже Black Widow, кстати. Водки, правда. Наушнички тоже Razer, честно говоря, не знаю. У меня как-то был пост, у меня проблема была с Razer, у меня самый популярный мой пост ВКонтакте и в Фейсбуке, что я ненавижу Razer. Ну, у меня просто была, вот еще, кстати, мышечка, у меня была Dezadder. Нам, кстати, подарили мышки, вроде тоже Razer, организатор турнира. Яички за 200 баксов. Это вот эти вот? Или это? Да, нет или нет. Похоже, я не помню. Не лежат ноги. Ну, у тебя вот геймпадик, ты поигрываешь во что-то? Футбол? Футбол? Да, играю в футбол. Е-футбол. Прикольно. Там Да. снизу турнички собираются. Ну да. Пацаны играют. Получается, у тебя мышка это Logitech G Pro G Pro. Superlight. и наушнички. 733 Logitech там что-то. У тебя такая чуть поудобнее, явно клавиатура. Ну, год я уже. А, год это? Ну да. Прикол. У меня подобная версия была этой клавиатуры 5-летней давности, а потом я поменял вот на год назад.
Тут, получается, кто он сидит? Штормштормер. Штурмштормер, он играет уже на Корсарах. У него еще мышка такая огромная, посмотри на его мышку. Угу. Strafe Mechanical Gaming Keyboard. Ну, мышка, да, вот у него ракат, мы с ним уже как-то обсуждали, что, блин, почему ты используешь ракат, но это единственная мышка вот прям для огромной руки. У него прям огромные руки или у него стандартные руки? Да нет, просто у нас большая. Не знаю, это нормально у него рука обычная, как у меня. Но у меня такая вообще неудобна, она слишком тяжелая. Тут у нас сидит Тренер. Митрымчик, получается. Это G431, проводная G700T. Она, кстати, и беспроводная, судя по всему. Клавиатурка какая-то тоже вот обрезанная версия G413. Ну, кстати, достаточно приятный клик. Так, а Томми, давай лучше девайсы не трогать руками, потому что... Хорошо. Вот Томми лучше трогать недорого, да. Ну, у него Logitech G Pro, видим, да? Угу. Razer клавиатура. Беспроводные наушнички. И беспроводной клик, конечно. Вот это... Ну, здесь может трогать, вот я разрешаю. Это Габи девайс, думаю, он не будет против. Ну, получается, это звуковая карта, я правильно понимаю? Без понятия, что это. Первый раз вижу, не обращал внимания. Ну, судя по всему, звуковая карта. Интересно. Ну, клавиатура тоже Logitech. Наушнички. Вот наушнички, что за наушнички? Это SteelSeries. А, это получается у него беспроводная звуковая карта к нему. Ну и, кстати, у него тоже Logitech G Pro, мышка красная. И я спросил у него, как ты купил красную? Я тоже хочу красную. Угу. Потому что я видел только черную. Ну, видимо, в Филиппинах есть красная Logitech G Pro. Кстати, самая лучшая мышка, по моему мнению. Слушай, ты не пробовал? У них, получается, есть G Pro, а есть G Pro X, по-моему, наушники. А вот G... Блин, я вот точно не помню. Вот у меня, получается, она тоже такая беспроводная, но она, получается, другой формы. И она еще можно менять себе под левшу, под правшу, чуть побольше, но, блин, тоже кайфовая. Нет. Только такой пробовал. И, ну и это Superlight, у меня было раньше обычно. И как ты думаешь, вес решает? Да, я не особо прочувствовал разницу, если честно. Сейчас я скажу даже, как мышка называется. Потому что вот прям советую. Мне кажется, я все мышки перепробовал. Такая у меня была, кстати, выиграла на турнире. Вот такая G903. Вообще кайфовая. Она получается, ну, как бы чуть-чуть побольше. Она тоже беспроводная? Тоже беспроводная. Я не знаю, кстати, насколько тебе хватает беспроводного заряда на вот это. Не знаю, я ее заряжаю, но очень редко. Может, раз в неделю, раз в 2 недели. И то она заряжается за полчаса, за час. Интересное решение. Это ж, я так понимаю, чтобы столы не шатались, их Они все равно шатаются, кстати. изолентой. Ну, кстати, достаточно сильно шатаются. Здесь была штука, короче, специальное крепление, но я ее убрал, потому что она мне в ноги мешала. И теперь... Вот там стоит за дверью, я видел. Да, вот за этим столом стоит, смотрите. Но здесь все равно шатается здесь. Я когда играю, иногда важно такой ноги на стол, и я имею вот так вот. У меня просто стол едет, и такой: Алим. Слушай, я вот я посмотрел, что здесь-то и стул такой. Не, мы как раз вчера обсуждали, что как только Бэтбум вышли в верхнюю сетку, им принесли нормальный стул, а не вот это вот. Коучу? Да. Понимаю. Вот, ну, то есть стул такой тоже чутка, конечно. А, ну это, получается, они тейпом просто замазывают. Честно, тут не замазали. Как-то очень странно это все выглядит. Ну, грязненько. Ну, стул у меня дома получше, я скажу так. Но в целом нормально. А у тебя что дома? DX Racer, Maxnomic, Нет. Secret Lab? Secret Lab. Secret Lab. Да. Secret Lab для 2 метров. Там самый большой такой стул огромный. Могу сказать, что если вот стуле до 180, да, мне уже неудобно, 100%. Это стул для 170-180. Вот это. А чем ему удобно? Но он маленький мне, он, понимаешь? В каком плане? А, ну типа вот ты У меня садишься... начинает вот здесь болеть спина, вот здесь вот. Плечи начинают болеть. Потому что я начинаю больше напрягаться, потому что мне не супер комфортно, я не знаю, как объяснить. Поэтому у меня было много стульев уже, и я точно знаю, что есть, знаешь, DX Racer условно за $400, самый дешевый для самых низких. И вот я помню, вот я думаю, блин, зачем мне брать для самых высоких, сэкономлю $200. Но на самом деле это очень большая разница в комфорте. Лучше доплатить, но сделать под свой рост, чтобы тебе было максимально комфортно в спине. Вот я сижу сейчас, да, и как-то, не знаю, я напрягаю вот эти вот мышцы, потому что мне не особо удобно сидеть. А дома я прям расслабляюсь, и как-то вот у меня все правильно ложится, все сходится, не знаю. Как тебе, Габи? Хорошо, замечательно. Молодец. Вы на Инт будете с ним играть? Да. Клавы? Да. И он что, переехал в регион? Он сейчас делает визу в Сербию, и, получается, за неделю до квала, или за 2 недели до квала он уедет в Сербию, получается, на буткемп. Сейчас у него нету визы. И первые квешки перед рядом мы играли с Пингом 300. Ой, господи. Вот. И он играл в Пингом 300 с Филиппин с нами. Но это было лучше, чем еще. Габи красавчик, очень веселый парень, позитивный, никогда не сдается, он...
знаю, еще такой клоуноватый, что есть плюс, на самом деле, что, в том плане, что от него много позитива, вот, и мало негатива. Ну, конечно, возможно, это, как сказать, точный перевод, вот, когда новый тиммейт, и он, типа, не показывает своих худших качеств, но, надеюсь, и не покажет, надеюсь, он их и не имеет. Как минимум, фидбэки, которые я собирал про него, оказались хорошими, поэтому я думаю, надеюсь и думаю, что дальше все будет хорошо. Слушай, а Котороми в игре и Ватсон, они как много разговаривают? Ну, Владян по настроению, Владян либо обычно 0 слов, либо очень много, но лучше пусть много, чем 0 обычно. Ну, конечно. Потому что когда он говорит 0 слов, он это превращается в тысячника, а когда он заряжен и хочет победить, то он превращается в лучшую четверку мира. Ну, а Ватсон всегда говорит, всегда колет. Ну, в принципе, все разговаривают, у нас нет, грубо говоря, молчаливых игроков. Я просто подумал, что вот такой вот клоуноватый игрок, как будто вам может принести какого-то прям крутого вайба в команду и еще даже забить немножко канальчик, чтобы веселее было. Да, он принес вайб, принес все, что... Да, на самом деле мы даже на этом турнире нормально играли. У нас счет в группе 5-5 против хороших команд. Что думаешь делать сейчас? В доту играть. Вчера сыграл один с пабов. Ничего себе. Да, потому что грустно что-то делать, видишь, эти команды ходят, что-то разговаривают, общаются, мне прям неприятно. Я бы лучше домой поехал. Но домой я только через 6 дней. Ну и пока заглушаю боль дотой, получается. Ну а там гуляете, что-нибудь смотреть собираешься? Вот там твои тиммейты по люксовым магазинам походили. Котороми уже вот этом. Вот ты уже заходишь на завтрак, он уже в Биорбере сидит, уже такой. Слушай, лучше не знаете, сколько Котороми еще денег потратил, это пиздец, конечно. Ну сколько ты за Тайль заплатил, столько он и потратил на шмотки. Надорвался. Да ходи еще потратил, пиздец, блин. Солидная организация, солидные условия, солидные по закупке, получается. Нужно еще солидные результаты оформить. Вот. Ну, результаты придут. Спасибо, что провел экскурсию. Да. Пойдем, мы не будем тебя больше задерживать. Кстати, мы сейчас видим чипсы, да, пожалуйста. Мы, короче, у нас розыгрыш чипсов. Вот я с лаунжа взял вот такие. Кстати, ты вот это вот пробовал лаунжа? Ой, я там все пробовал. Я тебе... Вот это вот прям вообще какая-то очень странная штука. В общем, мы выбираем... Чипсы от Sensity, да? Да, чипсы от Sensity. Офигеть. Вот такие ребята, розыгрыш. Переходите в ссылку в описании, там будет ссылка на телеграм-канал Фишмана. Так что заходите к Диме на каналчик. Мы еще, кстати, в баскет пойдем играть. Обязательно. Надо дособирать всех. Ну все, давайте. Вот, давай. Еще раз. Счастливо. Увидимся еще. Пока. Так, ну что, это был обзор на Practice Entity, а сейчас мы уже пойдем в нашу руму. Сцену вы уже знаете. Вот, но покажем, что мы за эти деньги получили. 8-й этаж. Так, ну что, заходим в наш номер. Мы здесь не убирались, здесь была только уборка от отеля. В общем, что мы здесь видим? Мы здесь видим сразу, как заходим, гостиная. Гостиная в нашем случае это студия. Вообще, почему мы живем в отеле с игроками? Потому что в Берлине, я понял, после того, как мы сидим в 14 часов в лобби отеля и пытаемся выловить игроков, ну, типа, это прям супер нерабочая страта. А игроки не хотят ходить в другой отель, не хотят вообще никуда ходить, поэтому, ну, типа, самый нормальный вариант, это когда они говоришь, типа, зайди на 8-й. Они на 8-й приходят, там, условно, 4-6 этажей поднимаются и, типа, снимается. И тогда, ну, типа, шанс кого-то зацепить гораздо больше. Ну, то есть, вот мы будем сегодня снимать и с Упеем, и, типа, ну, Попей не пойдет в соседний отель для того, чтобы подснять. В общем, вот так вот выглядит студия ДИИ. У нас здесь 3 камеры, и, получается, мы здесь уже подготовились к подкасту. Еще у нас есть... Вот такая вот кухня. И, насколько мы уже сказали, за отель мы платим примерно $7000. Финальную цену я могу, кстати, рассказать, могу сделать отдельное видео, где я расскажу вообще все затраты на эти съемки. Если будет интересно, пишите в комменты, можем сделать, как будто прям классная идея. Вот, в общем, здесь это я сложил просто мини-бар. Цены в мини-баре просто адские, ну, типа там за чипсы $20. Ну, это прям, типа, супер дорого. Вот у нас, короче, вот есть кухня, но нет приборов, нет ни кастрюль, ни тарелок, ни вилок, ни ложек, нет ничего. Ну вот просто она пустая. Собственно-то перейдем чуть подальше. У нас здесь есть гостевой туалет, ну такой же, как и
У Entity, собственно, ничего такого. Здесь у нас комната, в которой сейчас живет оператор. Артем, вот тут, получается, ну, просто комната, кровать, большая, кстати, много подушек, респект, топ. Вот здесь небольшая ванна, ну как небольшая, нормального размера на самом деле ванна. Вот, и уже там получается моя комната. В моей комнате, в принципе-то, все почти то же самое, она просто чуть-чуть побольше. У меня здесь есть еще зеркало, шкаф, такая же абсолютно ванная и, получается, спальня. Почему именно этот номер? Потому что как бы не было много выбора. Был номер, где была бы типа одна такая спальня, но там бы пришлось бы спать еще в гостиной. И ну, типа, если бы спать в гостиной, то там будет много вещей. Короче, как бы это не очень удобно, когда в формате студии ты там снимаешь. Вот, у нас, получается, есть отдельная комната под студию, и как будто это, ну, прям максимально рабочий вариант. Ну, собственно-то, ребята, наверное, это и все. Ролик вроде получился достаточно объемные. Спасибо, что смотрите. Спасибо за подписку на Boosty и Patreon. Надеюсь, контент вам нравится. Мы стараемся. Вот сегодня ездили на Веню, потому что должен был быть другая сцена, но оказалось, что сцены нет. И как бы решили такие, ну давай снимем обзор отеля. Вот поэтому получился такой видос. Спасибо, что смотрите. Давайте, пока-пока.